Тихое место, день первый. Меланхоличная трагедия, мимолетная мелодрама, увлекательный хоррор с низким напряжением или авангардное немое кино. Фильм достойный, хотя восхищаться нечему, но картина работает. Да, натужно, медленно набирая обороты, но работает. Картина вызывает сопереживание и сочувствие. Главная героиня больна раком. Она одинока, забыта всеми, или, быть может, сознательно забыла всех, а может, просто потеряла все, что ей было дорого. Наверное, если бы автор потрудился объяснить этот важный мотив, то фильм был бы более проникновенным. Если бы он подарил зрителю больше поводов для сочувствия, то, уверен, эмоциональная связь с персонажем была бы более сильной. Но режиссер не показывает страдания героини с первых кадров фильма, а просто обозначает темы и озвучивает желание. Лейтмотив «Я хочу пиццу». И здесь я вынужден забежать вперед. Это еще один маленький навязчивый недостаток. Исполнение этого желания никак не объясняет внутренний мир персонажа и не дополняет его образ. Персонаж не наслаждается вкусом кулинарного блюда, она с недоумением пожимает плечами. Поэтому пицца – это просто маленькая остановка перед финальной драмой. Это маленький пазл прошлых воспоминаний. И это неплохо, конечно, но не хватает глубины, из-за чего идея кажется легкомысленной. Режиссер готовит зрителя к печальной развязке уже в самом начале. Сценической постановки, в которой старый кукольник демонстрирует парящего на воздушном шаре юношу, шар неожиданно разрывается. Конечно, сложно предугадать, что хотел сказать автор. Возможно, это аллегория обремененной души, которая стремится к счастью, но так его и не получает. Этот эпизод скорее предпосылка грустного финала. В картине есть еще одно неочевидное заявление. Героиня находит сумку с надписью «Я люблю Нью-Йорк». Интерпретировать это можно по-разному. Дело в том, что Нью-Йорк один из самых шумных городов, но в этом фильме он стал молчаливым кладбищем, и режиссер признается в любви надгробной эпитафией. То ли автор любит реально существующий мегаполис, то ли он любит плод своего воображения, точно сказать сложно. Техническое исполнение фильма мне понравилось. События фильма достаточно реалистичное. Никаких глупых и нелепых действий я не заметил. И делать этого, рассматривать каждый кадр мне не хочется, потому что снято кино хорошо. Постановка, операторская работа, монтаж, игра актеров – все на хорошем профессиональном уровне. Но все же кинофильму катастрофически не хватает напряжения. Это рафинированное приключение, в котором тревогу растянули в строгую линию и закрутили к финалу. Фильм балансирует между развлечением и трагедией. Все-таки окупаемость картины никто не отменял, но суть фильма от этого не меняется. Это личная драма меланхоличной и уставшей девушки. По поводу кота в фильме. Да, это обаятельное читерство, но оно гармоничное и умелое. Если не считать противоречивую сцену со спасением кота. Кот мог бы и сам дорогу найти к своей хозяйке. Кошки проворные и тихие, и рисковать жизнью совершенно необоснованно. Но, как я и говорил, фильму не хватает напряжения, а спасение кота – это отличный повод исправить ситуацию. Какой же очаровательный этот пушистый актер. И водичку он там, где нужно, попьет, и посмотрит любопытно, где нужно, и на руках беззвучно поурчит. Это лучший усатый актер 2024 года. Свой Оскар он по праву заслужил. Как я уже упоминал ранее, фильм не произвел на меня особого впечатления, но все же я посмотрел его до финала, потому что автор вложил идеи в кино, он наполнил персонажей смыслом, дал эмоции, их мало, но все же есть место для эмпатии. Если, конечно, вы не социопат, тогда кино для вас покажется не очень кровавым, не очень динамичным, да и вообще скучным. Поэтому всем, кто негативно воспринимает контекст фильма, можно ставить красный флажочек. Финал картины самый живой. Это великолепная, трогательная развязка, которую предвосхищает яркая пицца и сценическое карточное представление. В самом начале картины я задавался вопросом, зачем автор наделил главного персонажа недугом. Режиссер не обсуждает заболевание, не противопоставляет болезнь чему-либо, не задает острые вопросы, но развязка все объясняет. Главная героиня больна, а значит, ей нужно будет найти лекарство.
Главная героиня одинока, а значит, ей нужен друг. И самое главное, она должна измениться к финалу, взлететь на воздушном шаре над бедами и горем. И взлет этот оказался противоречивым. Главная героиня жертвует собой, проявляя человеческий подвиг. Действительно, такой поступок вызывает сочувствие, создавая зрительское эмоциональное напряжение. Но не успели мы всплакнуть, как нам показывают, что она жива и невредима. Казалось бы, она выжила, но решила не спасать себя. А как же изменение героя к финалу? Она, одинокая душа, встретила того самого человека и вместо борьбы просто спряталась в уголочке? Где здесь смысл? Дорогой зритель, ну вот ты сам подумай, что мешало ей попытаться спастись? Она ведь как-то осталась жива, значит, могла и попытаться, но нет. Автор решил поспекулировать на этой теме дважды и приготовил еще один слезливый поворот. Знаете какой? Она выбрала гибель под аккомпанемент музыки. Да, вышла с магнитофоном на улицу и включила его. Серьезно. Вместо того, чтобы спастись со своим другом, она выбрала самоубийство. Зачем? Ответ так драматичней. Какой хозяйственный и расчетливый режиссер. Все у него впрок, все на пользу сюжету. Весь фильм мы смотрели на ее борьбу и выживание. Она, будучи несчастной и одинокой, старалась выжить, а когда она нашла близкого человека и ее желание исполнилось, она просто покончила с собой. Извините, но моя логика напрочь отказывается понимать такое решение режиссера.